Всем привет! Сразу скажу, что дать точный ответ, какой размер будет вам всегда подходить, невозможно, так как производители придерживаются разных стандартов при изготовлении обуви. И характеристики материалов тоже могут давать разную посадку ноги. Но мы исследуем этот вопрос и разберем, кто что имеет в виду, когда называют размеры УК, Евро, РУС, УС. Смотрите до конца, и я подарю вам, как мне кажется, лучшую таблицу по европейским и английским размерам. Для начала поставьте себе задачу узнать точный размер своих стоп вплоть до миллиметра, максимум погрешность 2 мм. Я расскажу, как правильно это сделать. Это раз и навсегда сильно облегчит вам выбор обуви во всех региональных сетках. Первый способ рекомендуют многие обувные бренды и сайты, продающие обувь. Это поставить ногу на чистый лист бумаги и, держа ручку под углом 90 градусов, обвести стопу. Потом замерить расстояние между максимальными точками. Я раз 8 это делал, и каждый раз у меня был разный результат. Если ручка толстая, то нужно еще вычесть расстояние от края ручки до ее стержня. А вот такие советы по замеру не слушайте, замерять по диагонали не стоит. Это вроде в школьной геометрии проходят. Второй способ более точный. Нужно найти вертикальную ровную поверхность, например, шкаф. Упираем в него пятку, рядом кладем линейку. Если край линейки начинается с нуля, то это еще лучше, можно прямо на нее поставить ногу. Теперь делаем отметку, где заканчивается большой палец. Этим способом я обнаружил погрешность измерения у первого способа на 5 мм, что недопустимо. Я заморочился и перевел свои бумажные рисунки в электронный вид. Если бы все имели такие паспорта, то мы бы разговаривали на одном языке и меньше было возвратов. Теперь давайте разберемся с размером УК. Это английский размер. Когда я открыл таблицу на сайте Crockett & Jones, у меня случился ступор. Что я увидел? На мою стопу размером 25 см там указан УК-7, то есть европейский 41. Но я точно знаю, что при любых раскладах 41 у меня будет сильно болтаться на ноге. Дело в том, что англичане изначально проектируют свои колодки в дюймах. 1 дюйм или 3 зернышка ячменя равны 25,4 мм. А разница между целыми размерами равна 1 зернышку ячменя или 8,46 мм. То есть УК-7 длиннее УК-6 на 8,46 мм. Поэтому эти цифры в таблице у Crockett & Jones означают не длину стопы или стельки, а длину колодки, на которой пошита обувь. Там у них еще нулевой размер имеет значение, поэтому, чтобы не сломать голову в английских специфических измерениях, проще ориентироваться на свой европейский размер, чтобы понять, какой будет английский. Хорошая и редкая таблица есть на сайте Рема Рагимова, где указаны вот такие некруглые цифры. Кстати, рандеву, поправьте все на сайте, у вас в таблице английских размеров как раз указаны эти данные, хотя написано, что длина стопы. Длина стопы на 39 размер никак не может быть 23,8. Либо укажите, что это длина колодки, либо перепишите данные на длину стопы. При моей стопе размером 25 см я мерил английский лок в размере УК-6 в полноте F. Они мне подходили. Точно так же я купил испанский Бервик в УК-6, но они мне подошли только в полноте G. А вот у итальянского бренда Lindway Schwarz Derby размером 5,1,2 у меня пятка ходила свободно. Меня это удивило, так как обычно испанцы и итальянцы – это узкие формы. Потом я прочитал на сайте, что они обычно используют широкие полноты. Поэтому лучше лично убедиться, как на вас сидит обувь интересующих вас брендов. Каждому человеку в разной полноте может подходить около 3 соседних размеров. В Европе полнота указывается буквами D, E, F, G, H, от узкой к широкой. У разных брендов могут быть свои нюансы в буквах, но это самые распространенные значения. На практике даже у одного бренда с одинаковым размером и полнотой одни туфли могут вам хорошо подойти, а другие нет. Это еще зависит от силуэта колодки. А в России производители тоже делают обувь в разной полноте, но кроме как померить, никакой информации нет. Хотя в последнее время стал замечать, некоторые компании тоже начали использовать буквы. Если вы решите купить туфли Allen Edmonds или Alden, специально говорю Alden, а не Alden, я слушал американцев, все они говорят Alden, то к американской обуви такой подход. К своему английскому УК-размеру прибавляете 1 размер для узких колодок и полразмера к широким. То есть аналог УК-8 будет US-9. Говорят, что спортивный US нужно брать еще на полразмера больше от обычного US. Я зашел посмотреть на US Mall, там почему-то поголовно прибавляют 2 размера к английскому. Не знаю, почему у них так получается. Я смотрел американца, у него есть ботинки Crockett & Jones в размере 10,5 полнота E.
И такие же аналоги от Ralph Lauren, Alden и Allen Edmonds у него в размерах 11, 11,5 в D и E. У американцев это считается стандартная и чуть шире полнота. То же самое я слышал от Кирби Эллисон, что когда он приезжает в Англию, ему приходится делать обувь на один размер меньше. Формула европейского размера такая. Для примера возьмем 43 размер, умножим его на значение 0,667, получим 28,68 сантиметров. Это будет длина колодки, на которой пошита обувь. То есть стопе длиной 27,5, максимум 28 сантиметров должна подходить такая обувь. Про разницу европейского и российского размера трудно говорить. Чаще советуют от европейского отнимать единицу, это и будет российский размер. Но нужно учитывать, что многие известные у нас бренды существуют только юридически, как европейские, и полностью сформированы под российский рынок. Они сразу пишут российские размеры. У таких брендов может быть даже европейский домен и сайт на иностранном языке. Самый верный способ понять, что бренд реально зарубежный, это попробовать в YouTube поискать информацию на иностранном языке, где показывают фабрику и процесс изготовления обуви. Я пересмотрел кучу разных таблиц, по итогу остановился на этих данных, где указаны длина стопы и очень гибко с пересечениями указаны английский и европейский размер. Можете ее скачать по ссылке в описании. Нужно учитывать, что все размеры рассчитывают на стандартные ноги, при особенностях стопы могут быть небольшие расхождения. По крайней мере, мои ноги с этой таблицей полностью согласны. Чтобы обувь можно было носить, производитель прибавляет к размеру стопы еще 1,5 см для стельки. По итогу, чтобы нам меньше ошибаться при выборе обуви, первое, нужно точно в миллиметрах знать размер своих стоп. Второе, определить круг интересующих вас брендов и постепенно изучить, на каких колодках и какой полноты они делают обувь. Если есть возможность, то лучше их померить и в первое время лучше записывать данные: бренд, размер, полнота и свои ощущения. Так вы начнете быстрее ориентироваться в разной обуви.